Добрый день! Подписывайтесь на наш канал о реабилитации и нейрореабилитации. Здесь мы будем рассказывать о своей работе, адаптивной физкультуре, восстановлении двигательных навыков при заболеваниях и травмах центральной нервной системы, головного и спинного мозга. Я могу об этом рассказывать, потому что в течение 30 лет изучаю и применяю на практике современные методики реабилитации этой категории пострадавших. Иногда мы занимаемся проблемами попроще, контрактурами крупных суставов, остеохондрозами. Мы знаем, как помогать этим людям, потому что спинальная травма или черепно-мозговая травма зачастую включает в себя и контрактуры, и боль в спине, и спазмы, и остеохондроз. Мы не проводим заочных занятий. Невозможно реабилитировать без личного контакта. По этой же причине сведена к минимуму личная переписка. Но много лет мы ведем общественную работу в интернете, чтобы помочь вам правильно выбрать направление. И если вам нужен совет по реабилитации, пожалуйста, начните с просмотра материала на этом канале. Он структурирован плейлистами, лекции или интервью со мной вынесены в отдельный плейлист, ответы на большинство вопросов, как и когда начинать реабилитацию, сколько тренироваться, где найти инструктора, что делать со спастикой, можно найти в этом плейлисте. Также на канале есть 3 десятка плейлистов, которые рассказывают о последовательности упражнений или последовательности восстановления в той или иной конкретной ситуации. В названии этих плейлистов имя человека, иногда кусочек диагноза. Смотрите сами. Обратите внимание на плейлисты, где мы лично подбирали правильную технику упражнений. Берите и делайте эти упражнения сами, но предварительно посоветуйтесь с врачом, который видел вас, имеет представление о противопоказаниях к тем или иным видам двигательной активности. Мы не заменяем лечащего врача или вашего инструктора и не пытаемся это делать. Внимательно читайте описание видео и комментарии. Главное понять логику применения тех или иных упражнений. Мы показываем, как работаем с конкретными людьми с разными диагнозами и двигательным статусом. Но в позднем периоде заболевания невозможно различить, где паралич после дорожной травмы, где после туберкулезного спондилита или спинального инсульта. Поэтому и принципы реабилитации паралича имеют много общего, вне зависимости от исходных причин. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями, комментируйте, задавайте вопросы, если что непонятно. Приятного просмотра!